Всем привет, друзья! Новое видео на канале Профессия Созидателей. Приехали мы на новый объект. Этот дом мы строили 2 года назад. И сейчас мы будем делать забор. И потом здесь делается фундамент, будет гараж и летняя кухня. Ребята выгружают инструмент. И давайте я вам сейчас покажу багажник. У всех в багажниках инструмент. Вот так выглядит багажник каменщика. Все забито инструментом, ведра, мастерки, уровни, молотки. И вот этот дом мы строили 2 года назад, осенью. Погода была нелетная, то дожди лили, то морозы. Вот такой получается дом. Кирпич Вышневолодская керамика, одинарный кирпич. Дом уже вот перекрыт крышей. И вот так спереди выглядит этот дом. Здесь эркер и вход. Уже вставлены окна. Этот кирпич, который остался со стройки, вот пойдет на забор. Вот такие брусочки, сниггерсы. И сейчас я вам покажу фундамент, за который я вот все время переживаю, потому что здесь вот такие трещины были на фундаменте. И на таком фундаменте построили дом, 1 этаж. Сначала планировалось 2 этажа, но переигралось вот на 1 этаж, так как трещины очень большие. Заказчик их запенил, а так даже моя рука туда можно было запустить руку. И заказчик залил вот такую плиту по фундаменту, по периметру. Здесь 18-я арматура. Он вот это все стянул, весь фундамент. И никаких трещин, ничего нет. Пока что вот полет нормальный, то есть даже ни над окнами, нигде пока не пошло. «87,7». 94,7. 94,6. 100. Начинаем строительство, и первое, что нам нужно сделать, это надо посмотреть перепады на фундаменте, найти горизонт. И горизонт мы на фундаменте будем смотреть с помощью оптического нивелира, с помощью специального прибора РЖК N32. 32 означает 32-кратное увеличение. И используется еще вот такая рейка. И ставится здесь уровень, чтобы рейка стояла ровно. И раньше мы для разбивки фундамента использовали водяной уровень, либо лазерный уровень. Водяной уровень нужно тянуть шланги, которые все время пережимались. Нужно набирать воду. А лазерный уровень, это приходилось нам приезжать вечером, когда темнеет, чтобы было видно лазер. И теперь наша работа намного упростилась. Мы размечаем этот фундамент уже всего за несколько минут. Проходим рейкой и разбиваем, смотрим перепады. И получается, проверили мы фундамент, и у нас перепад с тем углом 12 сантиметров идет. То есть идет как бы залито вот так на подъемчик. Так визуально не видно, но подъемчик небольшой есть. Сейчас натянем шнур и будем уже проверять по шнуру. Выравнивать, возможно, мы не будем. Так и будет идти забор с небольшим таким уклоном. Это если вот, например, на доме, если будет такой перепад, то это, конечно, потом выскочит, когда будет крыша, и уровень полов выскочит. А на заборе можно небольшой там уклончик
потому что уже либо доливать уже бетон тоже не вариант. И теперь ребята натягивают шнур и будем смотреть по шнуру. Ровно. Натянули шнур от углов и в центре вот получается ровно. Ну, так подходит. А в общем залито все в уровне. Но не в уровне, а в плоскости. Перепадов не будет. Но с небольшим вот уклончиком. И открываем пачки с кирпичом. И уже вот сразу видны высолы на кирпиче. Вот этот выступает белый налет. Кирпич темного цвета, и на темном хорошо видны вот эти белые высолы. Кирпич формата 0,7 NF. Марка кирпича М200. Морозостойкость F200. Получается такой вот крепкий кирпич. Неплохой по характеристикам. Но он влагу совсем не впитывает. Его будет немного тяжеловато класть. Так как сразу не разошьешь, нужно будет немного ждать, когда подсохнут швы. Стелим гидроизоляцию под столбы. Вот такая толстая гидроизоляция. Сашка намечает центр на квадратиках, а Серега одевает вот так их по центру. Как обычно, сделали раскладку первого ряда кирпича, разложили по всему периметру, по всему забору, чтобы выходило в целых кирпичах. И здесь будем класть вот таким способом. Будет половинка и целый кирпич. Перевязка будет посередине, так же как на доме. И получается вот так будет забор, столбики, простенки. И вот здесь будет калитка. Под калитку переварили вот этот столб. Там его срезали и перенесли сюда. Калитка получается 85 сантиметров по ширине. А ворота будут потом с той стороны. Там будет еще заливаться фундамент, и ворота будут с этой стороны, заезд. Здесь вот выкопано под фундамент, и раскладку делали на 8 швы под такой прутик под арматуру круглую 8 миллиметров. Вот такие будут шовчики. Поднялся ветер, похолодало, по ночам морозы, такая погода неустойчивая. И замешиваем раствор. Ромка замешивает белый раствор. Вот такой цемент белый. И получается раствор светлого цвета. Не совсем белый, но такой светлый. Так как песок идет желтый, поэтому растворная смесь получается не совсем белая. И замешивается таким же способом, как и обычный раствор. Мешаем 1 к 3, ведро цемента, 3 песка, плюс вода. И в итоге швы у нас должны получиться такие же, вот как на доме. Ребята встали на 2 крайних столба. Здесь и тот самый крайний столб, самый первый. Заводят первый ряд, и от первого ряда, от этих столбов, потом натянем шнур и посмотрим направление остальных столбиков. Посередине поставили маяк, натянули шнур, и теперь выкладываем
все столбы по направлению, по шнуру. Здесь сзади меня залит фундамент и будет строиться гараж. И по оптическому нивелиру проверили горизонт. И получается у нас есть перепады по фундаменту. Здесь вот я вынес отметки. И вот этот угол с этим получается на 5,5 сантиметров перепад по фундаменту. То есть получается задняя стена более-менее в уровне залита. Эта стена на 3 сантиметра перепад, а вот это уже на 5,5. И поэтому здесь еще нужно будет выравнивать этот фундамент, так как проходить кирпичом можно выровнять, например, поднять немного кирпичом красным, полнотелым цоколь, но здесь кирпич будет практически на уровне с землей, и нежелательно. Лучше залить бетон, подлить, так как тут все равно будет заливаться плита. Здесь подвал, идет яма выкопана, и уже вот ребята делают опалубку, поставили доски, и будет заливаться плита, и сразу с плитой можно будет вот подлить. Уже начали выставлять также опалубку сюда на фундамент, и все будет подливаться, выровняется, и потом уже будет удобнее класть стены. И также в дальнейшем здесь будет яма в гараже, будет прокладываться кирпичом, также зальется бетон и обложится кирпичом.
закончили кладку столбов, проложили все столбы по всей длине забора. И сейчас начинаем класть стенки. Забор будет глухой, и будут подниматься стенки на высоту ниже на 3 ряда, чем столбы. И вот здесь мы выпустили подвесы, выпустили такие металлические пластины, оцинковка для перевязки столбов со стенами. Сразу же разметили первый ряд, прошли по всей длине, уже разметили. Здесь будет калитка, на калитку приварили пластины металлические, выпустили, и получаются вот такие швы, не совсем белые, просто светлые швы, так как песок оранжевый. Ну, еще эти швы не подсохли, немного, когда подсохнут, будут побелее. И в итоге они будут вот такие, как на доме. Здесь Ромка уже напилил половинки. Вот так выпиливается 1 сантиметр в кирпиче. И примерно 200 кирпичей он здесь напилил, так как половинок уйдет много. Забор двухсторонняя расшивка здесь и здесь идет. И смотрите, мы вот здесь такая щель. Не стали класть кирпич вплотную, так как вот этот шов будет виден. И в углу, когда будет вот эти 2 шва, и будет смотреться некрасиво, когда здесь шов и здесь. Поэтому надвинули вот так кирпич немного сюда, чтобы спрятать вот этот шов. Также вот с этой стороны прячем этот шов, и уже будет выглядеть посимпатичней. Погода начинает налаживаться, светит солнце, и кирпич находится сзади дома, и приехал трактор и расставляет нам его сюда. И смотрите, вот эта стена выложена была 2 дня назад, и уже кладка почти высохла, и швы побелели. А вот эта стена уже у нас получается свежая, только выложена, еще даже вот не расшита. И такой не совсем светлый шов получается. И вот он, совсем другой белый шов. Вот это тоже выложена была сегодня кладка, докладывали. И когда высыхает, получается вот так светлеют швы, белеют. Получается белое. Но потом со временем все равно дождями это вымоется, оголится песок оранжевый, и будет немножко потемнее. И уже кладем потихоньку стены забора. Класть приходится сразу по 2 стены, так как сразу много рядов не поднимешь, кирпич плывет. И вот таким образом делаем стены по очереди, немного поднимаем здесь, потом переходим сюда, где-то рядов по 4, по 5, так как если больше выкладываешь, то кладка начинает уже плыть, так как кирпич воду не впитывает. И кирпич немного грязноватый, так как в поддоне он уже с высолами. Есть даже некоторые в земле, например, как вот этот.
так как муравьи натаскали уже землю, он лежит за домом поддоны уже года 2. И вот такие высолы уже с поддона идут. Вот тоже. Просто так не вытираются. И для перевязки стенок выпускаются металлические пластины. Примерно 3 раза на стенку. Когда выложили стену, самое главное хорошо расшить, чтобы вода никуда не протекала внутрь кирпича. Нужно расшить швы и уплотнить. Расшиваю вот такой расшивкой. И вот так проводим расшивкой и прижимаем кверху и к низу. Раствор должен быть не сухой, но и не жидкий, как начинает немножко подсыхать. И вот так уплотняем шов и расшиваем. Стенка кирпича передняя 2 сантиметра. И получается прут у нас 8 миллиметров. И сзади остается 1,5 сантиметра. За счет того, что расшивка круглая, а раствор получается вот почти у самого края кирпича. То есть шов слишком глубоко не заходит. И потом кисточкой сметаем лишние крошки, которые нападали. Сейчас еще раз покажу, какой раствор. Раствор получается, вот Ромка замешивает не жидкий, но и не слишком сухой. Вот такая консистенция, потому что если слишком жидкий, его замешать, то будет садиться кладка. И вот такой немного по суше раствор. Есть тут попадаются в растворе вот такие комочки, так как цемент пролежал 2 года. Был упакован вот такие пакеты полиэтиленовые. И немножечко вот подпропал. Вот такие там комочки попадаются. Цемент, получается, делают в Московской области. Марка 500-я. Вот он, белый цемент. И еще здесь у Ромика есть миксер. Когда раствор начинает подсыхать, он миксером его подмешивает, подмолаживает. Ребята залили бетон. Здесь вот выравнивали фундамент. Натянули по отметке шнур по всем сторонам. И по шнуру залили бетон. Выровняли вот эти перепады. И также здесь залили плиту, где будет подвал. И теперь дня через 3, когда бетон немного схватится, уже начнем выкладывать стены, будем делать раскладку. А так нужно хотя бы неделю, чтобы бетон набрал хотя бы 50% прочности. Ушли на перекур небольшой, сделали, попить чайку. Вот они, ребята, тут сидят в тенечке все. И я узнал у заказчика, как заливался фундамент на забор. Получается, натянули просто шнур и примерно взяли вот так по шнуру и по уровню выставили. Взяли уровень, и можно ошибиться тут
перепад будет пару миллиметров, а на всю длину вот этого забора как раз вышло вот 12 сантиметров. И получается, с таким перепадом вот мы делали этот забор. И вот если поставить уровень, то у нас вот стена идет не в уровне, а виден вот этот наклон. Как раз вот на всю длину выходит 12 сантиметров. И если смотреть с дороги, то это незаметно, потому что если, например, выравнивать этот фундамент, тут доливать или выкладывать кирпичом, это уже не самый лучший вариант, поэтому сделали вот по существующему. В общем, он залит, фундамент был в одной плоскости, и поэтому сделали так забор, и получилось нормально. И сверху здесь потом будем еще делать стяжку. Обычным раствором сейчас не стали делать, а уже сделаем обычным серым раствором. Также потом сюда будет заливаться бетон в столбы. Будут ставиться сверху колпаки, отливы, все будет закрываться. И получился вот такой забор. 12 столбов и 10 простенков. А между столбами получается расстояние 2,5 метра. По раскладке сделали вот такую раскладку и сделали на целых кирпичах, то есть половинка целый. Ушло много пиленных кирпичей. И всего на этот забор полностью ушло около 4500 облицовочного кирпича. Забор высотой 1,5 метра. Столбы у нас идут 1,5 метра. И стеночки идут на 3 ряда ниже. Если делать выше забор, то уйдет еще больше кирпича. И забор получается золотой, так как очень много облицовочного кирпича уходит на этот забор. Можно построить небольшой дом этим кирпичом, обложить. Закончили забор, и теперь мы переходим на другой фундамент и будем строить гараж с летней кухней. А кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.